Привет, друзья! Есть плеяда исполнителей, которым не важно, досталась им главная или второстепенная роль. Даже из короткого эпизода они способны сделать эффектную сцену, запоминающуюся надолго. К числу таких профессионалов относится и Александр Панкратов-Черный, актер театра и кино, кинорежиссер, с 2009 года носящий звание народного артиста России. На сегодняшний день Александр Васильевич продолжает активно сниматься в отечественных фильмах и сериалах. Фильмография актера насчитывает более 100 работ. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Александр Панкратов-Черный и сколько он зарабатывает. Александр Васильевич появился на свет 28 июня 1949 года. Его родители – уроженцы казацких родов, изгнанных в Сибирь. Мальчик родился раньше положенного срока. Была велика вероятность, что он не выживет, но все обошлось. В семье он четвертый ребенок, хотя старшие брат и сестра Анатолий и Лидия умерли до рождения мальчика. Компанию маленькому Саше составляла старшая сестра Зина. В 4 года Александр потерял отца. С 6 лет пошел отрабатывать трудодней. Ходил в обычную сельскую школу, где на 4 класса было одно помещение. Бабушка привила мальчику любовь к книгам, которые можно было достать в обширной школьной библиотеке. Сюжеты книг Панкратов пересказывал друзьям, которые не любили читать, но с интересом слушали Сашины выступления. Когда актеру было 10 лет, его мать амнистировали, появилась возможность переехать. Доучивался Александр в селе Колмогорово Кемеровской области. Мама хотела, чтобы ее Саша поступил в Суворовское училище и стал военным. Юноша же не видел себя в этой отрасли и уже тогда грезил о сцене. Помог случай. Заболела бабушка, оставшаяся на Алтае. Агриппина срочно выехала к ней, а Александр при помощи сестры снарядился в путь и отправился в Нижний Новгород. В те годы он назывался Горький. Поступать в местное театральное училище. Экзамены он, самый молодой из абитуриентов, завалил, так как не сумел избавиться от сибирского говора и скороговоркой прочитал «Буря мглою» Пушкина. От горя юноша расплакался. Свидетелем его слез стал шедший мимо пожилой человек, поинтересовавшийся, что случилось. Когда Александр рассказал, как на духу, мол, мымра на экзамене сказала, что я плохо говорю по-русски, мужчина пригласил Сашу в свой кабинет. Оказалось, это был заведующий по учебной части. Что-то он разглядел в мальчике, который один проехал на поезде через полстраны ради своей мечты. И Александра приняли. В 1968-м юноша пошел работать в Пензенский драматический театр, где как раз искали многогранных актеров. В 1976-м ему удалось попасть на факультет режиссуры в ГИКа. Там же изменил фамилию. На курсе уже был один Панкратов. Частица «черный» своим происхождением обязана цвету волос. Роскошные усы – не дань моде или прихоть, а вынужденная мера. В детстве на мальчика набросилась собака и прокусила верхнюю губу. После этой встречи у Александра остался уродливый шрам, который сейчас прячется за визитной карточкой актера. Этот актер всегда играл Бабников и Ловеласов. Вот только в реальности все совершенно иначе. Более 40 лет Александр Панкратов-Черный прожил с одной женщиной, а в 70 лет наконец-то решился и сделал ей предложение руки и сердца. Неужели дождалась? Конечно, она сказала «да». Теперь он женатый пенсионер. Но обо всем по порядку. Панкратов-Черный был женат трижды. О первой супруге никогда не вспоминает. Они познакомились в театральном училище, когда актеру было всего 18 лет. Избранницей стала Наталья Губарева. По выпуску его распределили в Пензу, она же отправилась покорять сцену Ленинграда. Гостевой брак – не лучший способ сохранить семью, поэтому вскоре молодые супруги развелись. Детей не было. В жизни актера была гражданская жена и многолетний обман. Сокурсница Ирина Семиклетова родила дочь и назвала отцом Панкратова-Черного. Актер не стал отрицать отцовство и долгие годы исправно платил алименты. Вот только уже взрослая дочь Светлана сделала тест ДНК, и актер оказался ей не родным отцом. Афера бывшей пассии вскрылась. Панкратов-Черный не простил такой лжи. Правда, с неродной дочкой дружит и сегодня.
Второй законной женой стала Вероника, дочь знаменитого артиста Эдуарда Изотова. Этот брак просуществовал 6 месяцев. Это был союз назло. Уже в то время Панкратов Черный любил Юлию Монахову, но знаменитый отец девушки был категорически против этих отношений. Зять без статуса его не устраивал. Вот и женился на Изотовой. Правда, регулярно изменял и даже поколачивал супругу. В итоге они развелись. И вот в 80-х актер обрел долгожданное счастье, воссоединился с любимой Юлией Монаховой. Отец так и не признал зятя, но ради Панкратова Черного девушка отказала всем статусным кавалерам. В 1980 году Юлия подарила возлюбленному единственного сына Владимира, который в будущем пробовал себя в журналистике, но в итоге окончил в ГИК. Сам же Александр всю жизнь доказывает жене, что она сделала правильный выбор. Они 40 лет прожили в гражданском браке, а в 2012-м актер заговорил о свадьбе. Почему такие перемены? Все просто. Неминуемо приближающая старость. Александр вдруг понял, что случись с ним что-то, Юлия останется ни с чем. Ведь она всю жизнь прожила в его тени, проработала театроведом, а на старости лет занялась социальными сетями Панкратова Черного. Как признается сам актер, Юлия всегда ему все прощала. Свадьбу отпраздновали вдвоем. Панкратов Черный до сих пор снимается в фильмах, сериалах и спектаклях, заседает в жюри КВН. Своей лучшей работой Александр Васильевич считает кинокартину «Мы из джаза». Там актер смог раскрыть весь потенциал комика. Великолепно отыграл драматическую роль в фильме «Где находится Нофелет». В 2012-м блестяще сыграл одну из главных ролей в сериале «Остров ненужных людей». Александр руководит благотворительным фондом «Наше поколение», который направлен на покровительство и защиту прав детей с ограниченными возможностями. Было 300 ребят, сейчас 3700. У нас 7 спортивных залов, где дети занимаются в секциях дзюдо. Моему фонду повезло. Есть люди, которые с удовольствием вкладывают деньги в развитие детей. И очень повезло, что я снялся в фильме «Караван смерти». После выхода картины, где я сыграл прапорщика, мне присвоили звание «Почетный пограничник», а я взамен попросил военных об услуге. И они не отказали. Все наши дети могут без сдачи экзаменов идти в погранучилище. Есть уже и выпускники, и кавалеры Ордена Мужества, поделился Александр Васильевич. Сейчас Панкратов переехал на Мосфильмовскую улицу Москвы. Эта жилплощадь досталась звездной чете от отца Юлии, известного кинорежиссера и оператора Владимира Монахова. Двухкомнатная квартира расположена на первом этаже элитного дома. Интерьер жилья создавался дизайнерами в эфире известной телевизионной программы, куда обратились Александр с женой. Стиль квартиры классический английский. По желанию Александра должна была получиться светлая, комфортная и уютная комната, что удалось воплотить в жизнь дизайнерам. Было принято решение соединить небольшую кухню с гостиной. В итоге площадь помещения получилась 26 квадратных метров. Лаконичная мебель темного цвета и белые молдинги на потолке в сочетании создают строгий классический дизайн. Обеденная зона с круглым столом легко вмещает всех членов семьи. Отдельного внимания заслуживает камин с имитированной лепниной. Для дополнительного уюта архитекторы выстроили в комнате фальш-камин. На стенах повесили дорогие хозяину постеры в стиле 50-х годов. Окна заменили на новые и декорировали жаккардовыми шторами бежевого оттенка. Александр Панкратов Черный не избалован роскошью и богатством. В его жизни были трудности и лишения, когда парень жил в подвальном помещении без света и отопления. Позже длительное время обитал в маленькой комнатушке общежития. Дизайн его двухкомнатной квартиры в английском стиле позволяет актеру отдыхать физически и морально от театральных гастролей и съемок в кино. По данным ЦИАН, равноценное жилье на Мосфильмовской улице оценивается от 10 до 40 миллионов рублей. Актер Александр Панкратов Черный рассказал о своих доходах, отметив, что пенсии в 44 тысячи рублей ему хватает в основном на еду. Артист посетовал на то, что работники культуры живут в нищете. «Я народный артист России. Моя пенсия – 14 860 рублей. Господин Собянин добавил московским народным артистам по 30 тысяч. Так что у меня 44 тысячи пенсия, благодаря Собянину», – сказал он в интервью. Как выяснила программа «Секрет на миллион»,
Сын Панкратова-Черного пока не может обеспечить себя и жену. Поэтому отец отдал ему 2 квартиры в центре Москвы и дорогую иномарку. Также артист частенько подкидывает сыну на карманные расходы. Актер Панкратов-Черный зарабатывает порядка 300 тысяч рублей за один съемочный день. Но сумма варьируется, и надо отметить, что съемки бывают не каждый день, а наоборот. Артист может оставаться без работы длительное время. Сам Панкратов-Черный добивался того, что имеет, тяжелым трудом. Он много лет не имел своего жилья, брался за любую работу, разгружал вагоны и мыл трамваи. Друзья, давайте пожелаем артисту, чтобы с годами харизма не угасала, чтобы деятельность приносила славу, популярность и успех, чтобы всегда были силы и здоровье на исполнение своих желаний и достижение целей, чтобы сердце было наполнено любовью, а душа – светлым счастьем. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч!